Всем привет, меня зовут Веруша, и в этом видео я говорю о том, что русские мужчины, славянские мужчины, самые лучшие мужчины в мире для серьезных отношений и брака, самые лучшие мужья. Так ли это на самом деле? И по опросам сервиса международных знакомств RuseDate, 58% русскоязычных женщин, живущих за границей, предпочитают серьезные отношения и брак только с русским мужчиной. Более того, интересный факт, что те русские женщины, у которых уже был брак и был неудачный, ну какой-то процент, отмечают, что наши русские мужчины the best, столько качеств может соединиться в одном мужчине, что зачем вообще на кого-то другого смотреть, если тут можно все получить в комплекте. Ген справедливости, честности очень сильно сидит в мужчинах, порядочности. Это тоже очень имеет значение. Ну и согласно последним исследованиям ученых, генетика очень хорошая у наших русских мужчин. А чего нет-то? Да, для рождения детей. Еще хочу добавить, что вот я помню вот этот момент, как это началось, когда внезапно, когда русского мужчину, вот он идет по улице или молодого человека, можно спутать абсолютно с европейцем, то есть настолько стали следить за собой, спортом заниматься, ухаживать, стильно одеваться. Ну, просто стало приятно смотреть на наших мужчин. Кто-то писал из женщин, почему русские женщины не ценят своих реально классных мужчин. Ну, в ситуации с нашими русскими женщинами можно сказать, что имеем, не храним, потерявший плачем. Причем интересная тенденция такая, что сейчас лакомые кусочки, такие, ну, условно, мужчины русские для международных отношений, иностранки очень интересуются русскими, поэтому здесь мужчинам можно успокоиться, спрос на наших мужчин очень растет, и можно начать беспокоиться русским женщинам, потому что очков не добавляет то, как они ведут себя в последнее время с русскими мужчинами. И, в общем-то, у нас все-таки женщин побольше, чем русских мужчин. Мы не в Китае, там наоборот. И поэтому здесь ситуация может быть в будущем не очень выигрышная для русских женщин. Что очень нравится: интеллект, образованность. Вот эта русская фраза «рубаха парень», что она означает? Открытость, простота в общении, доброта, душевность, щедрость. Что может в сравнении идти с иностранцами, которые более прагматичные в делах, в подходе там, к каким-то там подаркам даже и так далее. Да, многие сравнивают, и не все готовы вот на этот 50-50, и возвращаются к русским мужчинам и говорят, что о да, как готов вкладываться русский мужчина в семью и брать на себя все обязательства, вот так не все могут. Ну и, естественно, плюс вот эта невероятная мужественность, сила. Израильская журналистка сказала, что наши мужчины — это расширенная версия Чака Норриса. Вот боевик такой был, да, и такой альфа-самцы. Перед тем, как я начну, надо, конечно, сказать, что кто-то говорит, не важна национальность, главное, чтобы любимый был. Безусловно, видео я обобщаю, и в разных странах и разные национальности есть прекрасные мужья, поэтому сегодня я буду просто говорить о наших прекрасных мужчинах, расскажу разные истории женщин, которые в браке с именно вот с русским мужчиной говорят, что вот это лучшее, что было в моей жизни, то способны русские мужчины. Буду тоже сегодня говорить в этом видео. Вообще, вы знаете, вот как-то я хотела затронуть эту тему на фоне отмены. За последние несколько лет пытались отменить всю русскую культуру, писателей, каких-то известных личностей, которые вошли и создали историю, это наша культура, часть нас. Вот на этом фоне интересно, что несмотря на все, на самом деле к русским вот сейчас мужчинам интерес возрастает. Потому что русский мир не сломить, историческая память живет нас, и русские мужчины — это хорошие отцы.
деды в дальнейшем, и вообще, как они могут горой стоять за свою семью. То есть вот этот ген очень сильный настоящих и доблестных мужчин. Вот пишет русская женщина. Живу за границей и поняла, что наши русские мужчины самые-самые лучшие. Они душевные, они чувственные. Читала историю от двух молодых людей, которые все откладывали рождение ребенка, потому что нужно было встать на ноги, и все это у них получилось. Она тоже работает, и вот после работы уставшая муж это видит, несмотря на то, что они уже какое-то время вместе, любовь не угасла, он кладет ее аккуратно на кровать, накрывает нежно одеялом, в общем, заботится. Она говорит, вот это для меня истинное счастье. Вот еще одна девушка пишет, что я девушка не хрупкая по телосложению, но муж мой относится ко мне как к хрустальной вазе. Вот это очень характеризует наших мужчин. Вот они могут выглядеть какими-то суровыми, не такими улыбчивыми, вот с этой вот такой вот приклеенной искусственной улыбкой, но при этом вот эта нежность внутри может быть, которая будет потом чувствоваться. Вот южноафриканка, у которой мужчина русский, она говорит, что это как кирпичная стена, крепкие мужчины и надежные. Вот читала я интересную историю, наверное, показательную, да, про наших мужчин. Женщина гуляла с коляской, там, соответственно, был ее ребенок. Еще в компании была подруга, и это было где-то в таком небольшом российском городке. И они подошли к мостику, и нужно было как-то коляску переправить. И вот, как она описывала, шел обычный уставший мужчина с работы, ну, наш. И он сразу понял, что нужно сделать. Ему ничего не надо было объяснять. Он молча, здесь она 3 восклицательных знака поставила, молча взял эту коляску, ее перенес на другой берег, скажем так, да, на место, которое нужно было, молча ее поставил и пошел себе дальше. Вот, она говорит, ну как вот после этого не восторгаться нашими мужчинами? А у нас на самом деле много мужчин, которые готовы и хотят помочь. Недавно мне написала женщина из Швейцарии, русская, которая жила много лет в Швейцарии, сказала, что наши ребята самые красивые, как она соскучилась по нашим русским парням. Галантные, внимательные, джентльмены. Вот итальянская женщина говорила о том, что русские мужчины — это рыцари, без страха и упрека. Индианки, вот эти зиты и гиты восхищаются нашими русскими. Русские мужчины не будут пасовать перед трудностями. Читала историю русской женщины, которая встречалась с англичанином, и он через какое-то время, но они вступили в брак, и он только после этого сказал, что знаешь ли, у нас счет 50-50, никак иначе. Вот, и она говорит, это было для меня большим-большим сюрпризом. Была вспоминать о том, как было хорошо с русским мужчиной. Он познается в сравнении. Вообще, что присуще русским мужчинам, это то, что русские мужчины, многие не распространяются о своих чувствах. То есть больше как бы делами какими-то мужчина будет показывать. Поэтому женщины где-то что-то там ищут, чтобы им там на уши все это как бы, ну, ушами слушают, любят, но иногда на самом деле, как по мне, лучше действие, чем 1000 слов ни о чем. Ну и плюс некоторые мужчины считают, что зазнаются, лучше меньше говорить, любить будет больше. У русских, просто надо понять, что у русских мужчин любовь, она запрятана чуть поглубже, в глубине души, она может быть очень сильной. Вообще наших мужчин еще вот что отличает? Вот эта эмоциональность, но эмоциональность не та, которую понимают женщины. Как раз не то, что мужчина там будет слишком эмоционировать и что-то произносить постоянно, а эмоциональность она другая, на уровне глубины понимания другого человека. Вот я читала случай турчанки. Восток дело тонкое, когда раньше вообще было под запретом другой национальности, сейчас уже как бы это ослабло, но все равно там концепция брака, она довольно как бы такая жесткая, и там разводов мало.
Но все-таки, тем не менее, как бы сейчас уже больше позволено, поэтому читала историю турчанки, которая вышла замуж за русского. И она говорит, мы до сих пор и на звезды смотрим, мы до сих пор обсуждаем все на свете. С ним это самый близкий человек, потому что то, как он меня понимает, не понимает меня больше никто. Вот такая, хотя они очень много лет уже вместе, то есть, ну, любовь не пропала, и вот такие вот очень близкие друг к другу люди. И это классно. Вот про эту эмоциональность говорят иностранки, то, как русский мужчина может понимать другого человека, пытаться понять, что ему не безразлично, что он старается. И вот так вот. И еще один трогательный случай, когда девушка запоминала какие-то трогательные даты, связанные с их парой, а мужчины нет. И когда она у него спросила, он сказал, зачем мне запоминать даты, если я с тобой счастлив? Я запоминаю только то время, когда я без тебя. Прям просто лавочка. В браке женщина 14 лет не готовит вообще. Вот те, кому нравятся женщины, которые готовят, закройте ушки, потому что эта история не про это. И мужчина прекрасно справляется со своими обязанностями, при этом он работает в фирме, ну вот ему нравится готовить, и женщина тут, в общем, как бы занимается какими-то другими делами, но не готовкой. Счастливы, и все замечательно. И таких историй, которые пронизаны любовью, заботой, преданностью, очень-очень много. Как говорят, совет дают женщинам, не надо методом научного тыка, вот такое вот у нас есть выражение, да, но я в шутку, но все-таки более осознанно подходить к выбору, и перед тем, как мечтать о мужчине с другой национальностью, ну, как бы вот понять, что вот если твой мужчина для тебя царь, ну так, вспомним царские русские времена, то ты тоже будешь царицей. А если для тебя мужчина хрю-хрю, такое вот обидное слово, да, то ты, как бы, скорее всего, тоже будешь из на копытах. А почему я это говорю? Потому что столько недовольства сейчас у русских женщин к русским мужчинам, а зря. Спасибо большое за внимание. Увидимся уже на следующей неделе. До новых встреч. Пока.